Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. Добрый день, меня зовут Дмитрий Пехард, и я инженер криволинейно-поверхностного моделирования. Сегодня мы с вами поговорим о сплайнах. Кривые поверхности, встречающиеся в практических задачах, часто имеют весьма сложную форму, поэтому обычно их формируют набором простых гладких фрагментов, описываемых при помощи элементарных функций одной или двух переменных. Исторически сплайн — это металлическая линейка лекала для соединения точек плавной кривой на чертеже, которую невозможно построить при помощи циркуля или линейки. В этом случае для каждого участка требуемой кривой по контрольным точкам подбирается подходящая кривая на лекале и проводится линия. В математике же под сплайном понимают кривую, описывающую деформацию гибкой линейки, зафиксированной в контрольных точках. Профессор Дональд Хаус из университета Клемсона, Южная Каролина, определяет сплайн как математическое представление непрерывной заданной функции, каждый фрагмент которой является достаточно простой функцией и строится через контрольные точки, заданные пользователем. При фактическом прохождении через контрольные точки сплайн называется интерполярационной кривой. Если сплайн проходит ближе к контрольным точкам, но не обязательно через них, он называется аппроксимационной кривой. В большинстве случаев сплайн представляет собой гладкую функцию, а в качестве фрагментов используются алгебраические полиномы. Поясню, что такое полиномы. Моном или одночлен – простое математическое выражение, состоящее из числового множителя и одной или нескольких переменных, взятых в неотрицательной целой степени. Полином или многочлен – линейная комбинация некоторого числа одночленов. Если многочлен состоит из двух одночленов, он называется двучленом или биномом. Классическим примером является бином Ньютона. Алгебраические полиномы, представленные многочленом Чернышова, Тейлора, полиномами Бернштейна и другими. Родоначальником теории сплайнов стал американский математик Исаак Шенберг, который занимался этими математическими объектами в 1943 году. Сплайны оказались очень удобным инструментом для задач интерполяции в теории приближения. Однако сплайны используются не только для описания некоторых кривых. Во многих случаях сплайны являются еще и решением дифференциальных уравнений, описывающие вполне реальные физические процессы. Например, сплайнами описывается траектория искусственного объекта с активными и инерционными отрезками движения, распространение тепловых электромагнитных полей через разнородные среды, диффузия через слои различных веществ и тому подобное. Таким образом, в современном понимании сплайны – это решение многоточечных задач сеточными методами. Важно отметить, что сплайны разделяются на одномерные, зависящие только от одной переменной, и двумерные, зависящие от двух переменных. В первом случае сплайн является кривой, а во втором – поверхностью. Параметрические сплайны – это сплайны, координаты которых выражаются через некоторые параметры, что позволяет, в отличие от обычных непараметрических сплайнов, строить функции, у которых одному значению аргумента может соответствовать несколько значений функции. Полиномы, которые ограничены интервалом от 0 до единицы, впоследствии стали играть важную роль при построении кривых Безье. Кривая Безье – это кривая, которая названа в честь французского инженера Пьера Безье. Он использовал полиномы Бернштейна в 1960-х годах при проектировании кузовов автомобилей. Из линейных, квадратичных и кубических кривых Безье формируются более сложные кривые. В этом случае гладкость вместе соединения двух кривых обеспечивается расположением трех смежных контрольных точек на одной прямой. Сегодня многие специалисты, кого я обучаю, с кем работаю, испытывают трудности с пониманием принципов интерполяции кривых Безье. В этом видео я сделал визуальный пример формирования 2D кривой Безье с максимально подробным объяснением и в понятном виде. Приятного просмотра! Кривая Безье. Линейное вычисление. Параметр t – это местоположение точки на линии. При формировании кривой Безье он определяет, где на расстоянии от P0 до P1 находится точка B.
Например, при t равной 0,25, значение местоположения точки B соответствует четверти расстояния между точками P0 и P1. Параметр t изменяется от 0 до единицы, а точка B описывает отрезок прямой между точками P0 и P1. Квадратичное вычисление. Для построения квадратичных кривых Безье требуется выделение двух промежуточных точек Q0 и Q1 из условия, чтобы параметр t изменялся от 0 до единицы. Точка Q0 двигается от P0 до P1. Точка Q1 двигается от P1 и P2. Обе точки описывают линию, формирующую кривую Безье. Кубическое вычисление. Точка B изменяется от Q0 до Q1 и описывает квадратичную кривую Безье. Для построения кривых высших порядков, соответственно, требуется и больше прямых или холов. Для кубической кривой это промежуточные точки Q0, Q1 и Q2, описывающие построение линий, а также точки R0 и R1, которые описывают линию, формирующую кривую. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии, и вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Свойства кривой Безье. Первое. Непрерывность заполнения сегмента между начальной и конечными точками кривой. Второе. Кривая всегда располагается внутри фигуры, образованной линиями, соединяющими контрольные точки. Третье. При наличии только двух контрольных точек, сплайн представляет собой прямую линию. Четвертое. Прямой сплайн образуется при коллинеарном, то есть на одной прямой, размещении управляющих точек. Пятое. Кривая Безье симметрична, то есть обмен местами между начальной и конечной точками или изменение направления траектории кривой не влияет на ее форму. Шестое. Масштабирование и изменение пропорций кривой Безье не нарушает ее стабильности. Седьмое. Изменение координат хотя бы одной из точек ведет к изменению формы всех кривой Безье. Восьмое. Любой частичный отрезок кривой Безье также является кривой Безье. Девятое. Степень или порядок кривой всегда на одну ступень меньше числа контрольных точек. Десятое. Окружность не может быть описана параметрическим уравнением кривой Безье. Чаще всего используются кривые третьей и пятой степеней. Для построения сложных форм, несколько кривых Безье могут быть последовательно соединены друг с другом в один сплайн. Для обеспечения гладкости линий в месте соединения двух кривых, халы, участвующие в интерполяции сплайна, должны быть коллинеарными, а радиусы кривых равны. В инженерии сплайны применяются там, где создаются высококачественные изделия, в которых важны отражающие свойства поверхности. В следующей серии. Многие инженеры не понимают и не умеют применять трехмерные кривые. Умение видеть 3D-сплайн, определять его и работать с ним приходит с опыта, потому что его форму необходимо контролировать с трех видов. Сегодня мы с вами поговорим о 3D-сплайне. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.